Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, куда направляются рынки, какие сегодня предполагаются движения по ключевым активам. И исходя из этого попытаемся понять, что сегодня ожидает. Так, сегодня на корпоративные события, мировые и макроэкономическую статистику не особо день богатый. Вчера успешно слетал Ричард Брэнсон, в космос и вернулся, так что сегодня ждем феерических движений Virgin Galactic. Так, друзья, то, что касается России, на сегодня закрытие диф-реестра Абрау Дюрсо, акции Башнефти последний день с дивидендами, закрытие дивидендного реестра НМТП, заседание Совета директоров Норникель, Газпром и операционные результаты по Черкизово. Обращаю внимание, завтра акции «Газпром» торгуются последний день с дивидендами, и то же самое по ВТБ. Так, друзья, давайте перейдем, наверное, сразу к графикам. Китайский фондовый рынок, индекс CSI 300, сегодня он отскакивает. В пятницу, соответственно, было заявление китайских властей, монетарных властей о том, что снизят норму резервирования для китайских банков. И такое действие, оно высвободит средства для кредитования. Вопрос только в том, насколько долго это продлится, действие этой меры. Потому что снижение резервы же создаются, потому что банки, их деятельность несет в себе определенный риск. То есть кредиты могут быть не возвращены, могут возникать просрочки и так далее. Именно поэтому и выстраивается система резервирования. То действие, которое сделал китайский Центробанк, оно является одним из средств по увеличению, скажем так называемой денежной массы, точнее предложения денег. Это не денежная масса, это возможность заливания денег в экономику путем высвобождения банковских резервов. То есть вы не печатаете, вы просто разрешаете банкам меньше удерживать в загашнике и таким образом расширяете кредитование. Чем это чревато? Смотрите, дело в том, что китайская экономика, она, в общем-то, ее отскок дохлой кошки, как и всего мира, так называемый отскок дохлой кошки, постковидный, он завершился. То, что сейчас происходит, в общем-то, экономика, ее восстановление находится на излете. Это обусловлено двумя ключевыми факторами. Во-первых, потребности мира, они не растут такими темпами, как китайская экономика. И тот отложенный спрос, который возник в ковид, он был реализован. Сейчас китайские товары в таком объеме не востребованы. Далее, ставка на рост внутреннего спроса, она не оправдала себя. Я неоднократно объяснял, что для Китая это не тема. Соответственно, что здесь возникает? Возникает проблема с восстановлением китайской экономики. Это связано с факторами, которые не носят монетарный характер для Китая. Это раз. Во-вторых, в Китае проблема с кредитованием. Там масса компаний, которые находятся уже фактически в состоянии дефолта, либо в ближайшее время в него войдут. Это связано с корявостью финансово-кредитной системы данной страны. И, соответственно, то есть никаких мер на этот счет не предпринимается. То, что делается, это снижение норм резервирования. Когда риски кредитования, возвратности кредитования растут, снижать объемы резервирования, но это по меньшей мере достаточно специфическое действие, которое уже в среднесрочной перспективе может привести к катастрофическим последствиям. Потому что либо банки начнут лопаться, либо придется в ручном режиме эти банки дозаливать ликвидностью. Это вопрос среднесрочной перспективы. Я не верю в Китай, абсолютно не верю. То есть масса возгласов о том, что вот эта экономика будущего, они станут мировым лидером. Не станут. Посмотрите, как они развалятся, и весьма успешно. Здесь есть ряд моментов, о которых я неоднократно говорил, обращал внимание, почему лидерство Китая, оно маловероятно с моей точки зрения. И даже если оно вдруг и возникнет, то я считаю, что оно очень быстро закончится. Но на текущий момент на фоне решения снизить резервы мы видим коррекционный отскок, причем
это происходит не только в Китае. Японский индекс тоже взлетел, отбился от донышка локального и полетел наверх. Но на самом деле, если рассматривать все это движение с точки зрения технического анализа, ну скажем так, факторов, которые влияют на движение цен на графике. И в случае Японии, в случае Китая просто отбой от нижней границы определенной. Но дело в том, что если рассматривать график Японии, здесь в большей степени это можно характеризовать как консолидация на достигнутых значениях. Хотя здесь наметился нисходящий тренд. Но в Китае здесь с большей степенью вероятности, с моей точки зрения, идет уже нисходящий тренд. И вот это движение, которое произошло, говорить о том, что нисходящий тренд вот это вот сменился, можно будет только в случае пробития 5260. Если действительно такой ход будет, тогда можно говорить, что в Китае принятые меры оказали позитивное воздействие. Вопрос только в том, насколько их хватит. Так, друзья, дальше Baltic Dry, дневочка. Ну, смотрите, здесь рост продолжается. Вообще ему шансов не оставляет скорректироваться. Его гонят наверх. Ну и тем самым растет инфляция издержек, потому что все ключевые грузы перевозят основной объем именно по морю, по океану. То есть вот рост, небывалый рост вот этого фактора, это на самом деле весьма губительно для мировой экономики. Так, друзья, далее давайте индекс доллара посмотрим. Ну, видите, 92 и все. И ни шагу назад, ни шагу вниз. Для того, чтобы здесь были позитивные движения для евро, необходимо пробитие вот этого диапазона 92, 91, 95. Поскольку оно не произошло, и судя по всему оно не произойдет, либо отложится, то здесь будет консолидация в этом диапазоне на предстоящей неделе. Многие факторы на это указывают. Так, далее S&P, это SFD на фьючерс. Что мы видим? Он пытается откатиться и проторговаться вот в этом диапазоне. В субботу я выпускал видео по американским индексам. Соответственно, там я рассказал, какие ожидания, видения на эту неделю по поводу движения американских индексов и, соответственно, американских акций. То есть там ситуация такая, что наиболее вероятно будет консолидация на хаях. И причем, если даже будут какие-то отскоки, идеи движения наверх, роста, то весьма вероятно они будут реализованы в фанмаге или в хай-теке американском, там где NASDAQ, Apple, Facebook и так далее. Так, друзья, далее биткоин, криптовалюта, рост на прошедшей неделе в конце не состоялся, но на текущий момент здесь идет консолидация, и, соответственно, если не возникает пробитие 31 700, вот этого диапазончика коротенького, то вот эти все откаты, все пертурбации, они ведут к росту. Здесь есть цель движения, который 39 400. Соответственно, если нет отката на сильный уровень 28.60, здесь все выкупается и будут тащить на этот уровень. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Но здесь небольшой откатик вниз на фоне неопределенности по ОПЕК. Китай вроде бы заново расцвел на какое-то время, и поэтому с точки зрения спроса здесь будет поддержка в связи с некоторым позитивом из Китая и из Дальнего Востока. Так, но если на часовик переходить, то сейчас есть задумка потестить 74, 74,2. Соответственно, вот это движение прямо сейчас оно реализуется, если будет пробитие 75, 74,9. Вот этот диапазончик, если сейчас пробиваем, отсюда развивается импульс движения, цель которого будет повторное тестирование 74. Опять же, судя по вот этому движению, когда был ложный пробой 74 и уход краткосрочный аж почти до 72, я думаю, то, что здесь набрали, его пока здесь в полном объеме не раздали. И поэтому с этой точки зрения весьма вероятно, конечно, откаты сегодня будут, но здесь, в общем-то, тренд ближайшего времени это возврат вот сюда, в этот канал. Да, это несколько противоречит данным СОТ СФТС и неопределенности с договоренностью ОПЕК, но сегодня посмотрим, не будет пробития этого диапазона и повторное тестирование 74.
Если 74 сегодня потестируем и пробьем, тогда действительно этот сценарий на отскок и попытку возврата в канал, он, получается, не срабатывает. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм. На сегодня идет движение вниз. Цель этого движения потестить 1794-1795. Если возникает пробой этих значений, то по золоту весьма вероятно разовьется движение, цель которого будет 1782. Это может быть коротенький удар и потом отскок. Если начинается закрепление после пробоя 1794-1795, то весьма вероятно будет возврат по золоту в этот диапазон. Это несколько противоречит изменениям позициям SOT SFTC и текущей ситуации, но тем не менее, что только не бывает на рынках. Так, друзья, ну вот переходя к часовику, здесь ситуация она более оптимистична. Здесь сейчас весьма вероятно, если не будет пробития 1800-1798, то здесь мы сейчас отторгуемся, отконсолидируемся, и на сегодня будет отскок, у которого цель движения 1814. Вот сюда вот будут к этой линии его неукротимо тянуть. Опять же, 1795-1794. Если пробиваем, то очень быстро цель движения, пусть даже на короткий промежуток времени, может стать вот это значение 1782. Пока здесь сейчас будет борьба за уровень 1800-1798, если удерживаемся в этом диапазоне, то на сегодня будет движение вверх по золоту. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, сентябрьский, дневочка. Но смотрите, здесь 160 тысяч устояло, может 1600 по индексу РТС. Соответственно, на текущий момент, если не будет повторного тестирования с пробоем 160 тысяч, то нас ждет на этой неделе отскок, цель которого будет 164 тысячи, 164 500. Так, переходя на часовик, здесь у нас сейчас, несмотря на страсти мордасти в нефти, Китай отскочил. Так что наиболее вероятный сценарий на текущий момент это тестирование на пробой 162 500. И если здесь возникает пробой, у нас следующая, первая цель движения находится вот здесь, 163 900. И в случае закрепления будет движение даже на 166 240. В каком случае этот оптимистичный сценарий на сегодня не сработает? Если будет коррекционный откат с пробитием 160 500, 160. В этой ситуации быстро развивается движение на 158 850, и здесь уже в случае пробоя следующая цель 155. Соответственно, на текущий момент все указывает на то, что здесь будет сейчас проторговочка и попытка выхода наверх. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Ну, начали, скажем так, достаточно мощно сегодня. Ну что тут делать? Скупает валюту, Минфин, ЦБ скупает валюту, никуда не деться. Не оставляют шанса рублю никакого. Тем более сейчас дивидендный период, надо будет вывозить в вагонах валюту. Это шутка. Смотрите, на текущий момент здесь идет развитие роста. Цель этого роста повторное тестирование 75,3. На сегодня, что касается сегодняшнего дня, если возникает коррекционный откат с пробитием 74, 15, 74, 28 вот этого диапазончика, то весьма вероятно мы на сегодня уйдем торговаться в этот диапазон и какое-то время будем ходить здесь. Если такого пробоя не возникает, то вот эту попытку разворота ее откуда-то отсюда 74,3 откупят и погонят доллар. Цель движения на сегодня, наиболее вероятный коридор, это 74,93, 74,3. Вот сюда вот будут стремиться его загнать. Нефть то ли идет вниз, то ли болтается, пока до конца не ясно. Хотя там, ну, технически картина указывает на то, что должен быть отскок, хотя бы коротенький, небольшой. Вот. Но в паре доллар-рубль здесь все указывает на то, что, наверное, все-таки еще какое-то время здесь походим и потом подтянут повыше. То есть рубль на сегодня будет, судя по всему, немножко ослабляться. Опять же, этот сценарий не реализуется в случае пробития вот этого диапазона
Ну, если такое произойдет, то мы, соответственно, сразу откатываемся под вот этот уровень и, соответственно, торгуемся в этом диапазоне. Но то, что было такое начало, указывает на то, что импульс наверх уже пошел. Так, друзья, далее Сбербанк. Здесь было тестирование на прошлой неделе 300, немножко не дошли. Это позитивно, потому что если возникает пробой 300, он уходит автоматом в этот диапазон 295-300. Если пробоя нету, то он болтается сейчас в этом диапазоне и пытается отскакивать. Цель для отскока у него находится в районе 313-314. Исходя из 4-часового таймфрейма, здесь возможно разворотная формация сформировалась. И, соответственно, если на сегодня нет повторного движения с пробоем 300, то у нас на сегодня консолидационный диапазон движения по нему будет находиться в районе 307-302. Но сейчас с утра, если идет сразу движение, которое приводит к пробою 301-301,5, то, скорее всего, мы все-таки будем либо колебаться в диапазоне 303-300, либо, возможно, пойдем вниз. Здесь есть определенные сделки, которые указывают на достаточно высокую вероятность отскока, но с другой стороны вот пошел очень сильный тренд вниз, даунтренд, бумага очень тяжелая, очень объемная, и, соответственно, для того, чтобы ее куда-то вытянуть, нужно много энергии потратить. Поскольку пока там другие различные идеи выдергивают, то, соответственно, на Сбербанк, видимо, пока силенок не хватает. Но по 4-часовику здесь сформировалась модель на отскок, и в начале первая цель 308. Опять же, вот другая бумага была бы, тот же ВТБ, вот железно бы отскок сработал бы уже здесь. Но это Сбербанк, здесь совсем другие объемы. Соответственно, его, чтобы наклонить, надо очень сильно напрячься. Друзья, все, основные инструменты, основная информация. Спасибо за внимание, успешных торгов. Подписывайтесь на Ниндзя